В самом конце апреля мы, москвичи, оказались не просто вот в июле по климатическим характеристикам, но даже переместились не только во времени, но и в пространстве. Такая погода, которая наблюдалась 28-29 апреля, характерна в июле не для Москвы, а для Ростова и даже для Краснодара. Такая аномально рекордно теплая погода отмечалась в конце апреля. А затем температура очень резко понизилась. Просто такой обвал в кавычках. Но на самом деле сухая цифра говорит о том, что в первые майские дни мы, москвичи, оказались в привычном для нас климате. То есть такой она и должна быть. Понизившись на 10-12 градусов, такой температура и должна быть. В связи с тем, что лето наступило так рано, в Гидрометцентре России принято решение уже с мая выпускать новый вид продукции, который, конечно, больше характерен и больше интересен именно в летний период, но, повторяю, уж погода по-настоящему летняя. Я имею в виду, что разработанный и проверенный метод прогноза ультрафиолетового индекса начинает выпускаться с мая. Это очень важный показатель. Он выпускается в ведущих специализированных метеорологических центрах в Вашингтоне, в Тулузе во Франции, в Брэкнеле в Великобритании и характеризует индексы ультрафиолета по международной шкале. Так вот, сейчас на востоке нашей страны очень теплая погода, она превышает норму примерно на 5-6 градусов, а ультрафиолетовый индекс очень низкий, всего 2-4 единицы. Граница комфортного ультрафиолета, она около 6 единиц. Очень низкий, связано это с тем, что в Красноярском крае, в Якутии, воздушный столб очень насыщен озоном, а именно озон поглощает ультрафиолет. Тот спектр солнечной радиации, солнечной энергии, который, характерен для ультрафиолетового излучения. И исключение составляет только Камчатка. Там на юге полуострова этот индекс составляет 5-6 единиц. Связано это с тем, что именно в эти регионы поступает по западной периферии антициклона теплый и не очень насыщенный озоном воздух. На европейской территории России уже с завтрашнего дня будет поступать объединенный озоном воздух. Концентрации его будут меньше обычных значений на 10-15%, но это значит, что ультрафиолетовый индекс будет близок к 6 единицам, то есть вполне комфортно. И вообще говоря, после долгой зимы ультрафиолет в таких дозах полезен. А на юге европейской территории России, в республиках Северного Кавказа, на Черноморском побережье этот индекс будет превышать, пороговое значение будет составлять 7-8 единиц. Это значит, что в период с 13 до 15 часов лучше не находиться на пляже, не находиться с солнечными лучами. Особенно касается, конечно, детей, и людей чувствительных к ультрафиолету. В регионах Испании, Португалии этот индекс будет составлять 7-8 единиц. Это тоже чуть-чуть завышенная характеристика этого индекса. А на Кипре, в Японии уже 9 единиц, а на Красном море 10-11 единиц. Не ощутить такое количество ультрафиолета могут только люди с толстой кожей, в прямом и в переносном смысле. Этот новый вид продукции будет теперь регулярно сообщаться, он на самом деле очень важен для принятия решений, особенно касающихся нахождения на улице, на открытом воздухе. В ближайшие дни, с сегодняшнего дня по 9 мая, мы прогнозируем, что пройдут пики половодья, пройдут в нижнем течении реки, на самом деле они уже наблюдались и в верхнем и среднем течении реки, на большей части Ветлуги и Вятки, то есть на севере Приволжского федерального округа, в верхнем течении Кама и на реках Ворона, Хопер, это притоки
Дона. Там ожидается повышение уровня. Вода будет выходить на пойму в этих регионах. Отметки уровней воды на озерах Ильмень и Чудско-Псковском озере достигнут максимальных значений. Сохранится затопление территорий населенных пунктов вот в этих районах и на Волхове. Очистится ото льда уже вот полностью к 9 мая по нашим прогнозам Ладожское озеро. Произойдет дальнейшее повышение уровня воды у Котласа, но уже вот это повышение произойдет вот сегодня-завтра. А дальше, значит, ожидается, значит, прекращение повышения этого уровня, и вода отойдет от опасной отметки. На Азиатской территории вот только-только начинается половодье, вскрылась ото льда Верхняя Лена, и мы ожидаем пики половодья уже где-то к середине мая в среднем течении Лены, хотя заранее вот скажу, что сейчас по расчетам гидрологов нашей службы повторение событий 2001 года, когда вот оказался подтопленным Ленск и под угрозой Якутск, не прогнозируем. Но Лена, очень коварная река, она всегда вскрывается с заторами, и поэтому повышение уровня воды на 1-2 дня возможно практически вот на всем протяжении этой реки. Очищение ото льда ряда водохранилищ, Горьковского, Рыбинского, происходит с запозданием примерно на 3-4 дня, несмотря на такую вот теплую погоду, которая отмечалась в конце апреля, то вегетация культурных, значит, плодовых деревьев и, значит, сельхозкультур происходит на 7-10 дней раньше обычного. То есть вот эта теплынь, конечно же, не могла не сказаться на сельхозкультурах. В общем, идет ситуация вполне благополучная, развитие, значит, стадии развития идут вполне благополучно. Некоторые характеристики обычно вот задают вопросы, я поэтому сразу, значит, скажу о том, что в Приволжском федеральном округе вегетация озимых возобновилась в апреле, и сейчас она идет полным ходом. Значит, есть такое понятие кущения растений. Вот растения кустились. Это одна из фаз. И кустистость растений колебалась примерно от 2 до 3 побегов в среднем на одно растение. Высота от 10 до 20 сантиметров, это нормально. И вот в Приволжском федеральном округе есть даже вот наблюдается фаза выхода в трубку. Одна из фаз развития на 5-7 дней раньше средних многолетних значений. В общем, и в других регионах вполне благополучно значит, вегетируют озимые, и это залог того, что, значит, урожай, который начнут убирать уже в конце июня, будет вполне приличным. То есть мы прогнозируем такой хорошие показатели по озимым. Кстати, я скажу сразу, что, значит, производительность озимых культур превышает производительность яровых в 1,5-2 раза. То есть это очень значимо. На самом деле и яровые в Волгоградской, в Ростовской, в Астраханской области тоже, значит, достигают своих, значит, климатических показателей и опережают их на 5-6 дней. Наверное, интересно будет сказать, что та аномально теплая погода, которая наблюдалась на европейской территории России, способствовала ускорению развития плодовых культур, плодовых деревьев, и граница распускания почек плодовых культур уже продвинулась к северу по линии Санкт-Петербург, Кострома и Ижевск. В более северных районах отмечается набухание почек, а на юго-западе страны федерального округа и в Среднем Поволжье у яблони, груши, вишни, сливы началось развертывание первых листьев. Это на 10-20 дней раньше средних многолетних. Наверное, интересно будет еще сказать и то, что цветение абрикоса и персика, а местами груши в южной половине значит, европейской территории России, на юго-востоке европейской территории России, из-за зимних повреждений было слабым, наблюдалось массовое осыпание завязи. То есть очень хорошего урожая косточковых ожидать не стоит. И по обследованиям, которые были проведены в Астраханской области,
вот, выявлено повреждение части кроны у персиковой абрикосы. Все это результат тех сильных морозов, которые наблюдались в феврале, когда температура в южных регионах европейской части страны понижалась до 25 и даже до 28 градусов. Перед вами прогноз отклонения температурного режима от средних многолетних значений. Вот видно, что уже завтра мы прогнозируем температуру, превышающую 4 и даже 6 градусов в центрально-черноземных областях, в Центральном федеральном округе. То есть погода уже с 6 числа ожидается теплой. Наиболее заметные отрицательные отклонения от нормы вот, прогнозируются на севере Приволжского федерального округа, на Урале и в Западной Сибири, в густонаселенных районах Западной Сибири, Томской, Новосибирской области. И постепенно тепло будет вытеснять эти холодные воздушные массы. И вот к 10 числу вот вы видите, что синий цвет, который характеризует отрицательное отклонение температуры от многолетних значений, вот, отмечается только на самом юге Сибирского федерального округа. На всей территории страны погода ожидается выше нормы, ну вот в Западной Сибири около нормы, а вот на юго-востоке и вот в Нижнем Поволжье существенно выше нормы. 9-10 мая переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночные температуры около 10 градусов, дневные от 22 до 27 градусов. Возможно ли так называемое активное воздействие или модификация погоды во время парада? Конечно же, к этому идет подготовка. Решение о том, каким образом будет осуществляться модификация, будет приниматься 8 числа, когда будет понятна структура, морфология облаков, которые будут подходить к Москве, если, повторяю, они будут представлять угрозу для празднования, для праздника, для праздничного мероприятия. Сейчас вот понятно, что этот прогноз будет корректироваться очень детально, каждый день, вот по несколько раз даже в день. Но сейчас представление такое, что 9 мая в средней тропосфере будет преобладать высокое давление, следовательно, очень высокого развития облаков мы не ожидаем, потому что при гребне высокого давления наблюдаются нисходящие движения, которые прибивают в кавычках облака. То есть не дают возможности, условий для развития до 10-12 километров, потому что наковальни образуются, и когда эти осадки, и тогда эти облака действительно представляют значительную угрозу. Но тем не менее, вот в приземном слое воздуха, лучше сказать, в нижней тропосфере, вот барическое поле, как говорят синоптики, болотистое, то есть давление близко к обычным многолетним значениям, 1015-1018 гектопаскалей, и при высокой температуре возможны конвективные облака и, соответственно, осадки. Вот на этот тип облаков, в общем, существуют хорошо изученные реагенты, которые позволяют приводить к обезвоживанию этих облаков на подходе к Москве. То есть будет проливаться осадки, и над Москвой они будут обезвожены. Такого резко выраженного фронтального раздела, с которым пока невозможно бороться, не прогнозируется. Лето практически на всей территории нашей страны ожидается в таком диапазоне около, я такие характеристики использую, около и выше нормы. То есть не ожидается холодное лето. Частица «не» в позитивном смысле звучит. Ожидается не холодное лето. Вот так около и выше нормы. И при этом все расчеты показывают, что повторение экстремальной ситуации, экстремальной жары, которая отмечалась в 2010 году, не прогнозируется. То есть лето прогнозируется вполне комфортно.